выкроила пояс под мою пряжку, как я уже рассказывала в предыдущем видео. Ширину выкройки для пояса мы определяем по внутренней длине пряжки. У меня здесь 4,7 мм. Умножаем на 2 и прибавляем припуски. Теперь мне нужно, у меня ткань, видите, тонкая, скользящая. Мне ее нужно продублировать, чтобы пояс держал форму, был плотный. Потому что если его не проклеивать, он будет просто как тряпочка. Я хочу взять вот такой дублерин, но хочу его проверить на кусочки, не будут ли пропечатываться с лицевой стороны полосочки. Я предварительно нагрела утюг. Сначала пробуем отпаривать на нейтральной поверхности и затем на изделие. Так, возьму поменьше кусочек. Смотрим. Ну, здесь у меня такая ткань, у нее плетение фактурное. Не пропечатываются эти полоски. Все, я могу использовать этот дублерин. И теперь мне нужно... Так, я сначала проутюжу деталь пояса. Проутюжили. И теперь беру мой дублерин. У меня он подровняла. И я, смотрите, как вырезала, чтобы было быстрее. Прикладываю деталь на дублерин и по ее контурам вырежу нужной мне ширины. По длине мне не хватит дублерина, у меня будет склейка. Теперь вот здесь, где заканчивается, я сделаю разрез на 45 градусов, приблизительно на 45. И здесь у меня будет вторая деталь такой же ширины. Смотрите, я эту часть уже приклеила, а я вам покажу, как приклеиваются. И теперь мне нужно выкроить вторую часть. Когда не приклеено, это делать проще. Оставляю нахлёст на где-то 5-7 миллиметров. Все, вторую деталь выкроила. Здесь подровняю, чтобы он не приклеивался к доске. Здесь у меня больше получился, я его срежу, чтобы у меня не был большой нахлёст. 5 миллиметров достаточно. Расправлю. И смотрите, вначале я приклеиваю, чтобы он где прихватываю. Дальше расправляю, выгоняю воздух. И вот так вот, как клеят обои. Вот точно так же приклеиваем утюжком. Прихватили. И теперь нужно, чтобы хорошо приклеился дублерин. Его застаиваем. Это делается на производстве под прессом. Если у вас есть пресс, делайте под прессом. Если нет, можно вот таким вот образом коротенькими участками застаивать. У меня стоит сейчас температура на 3. Этого достаточно для этой ткани. И вот так поэтапно. Пока он стоит, можно какие-то мелкие детали вырезать, если есть. Что-то подровнять. И вот так застаиваем. По секунд 10-15 держим. Так по всей длине пояса. И подровняю
Здесь, видите, у меня немножко неровно. Ткань немножко неровно вырезана, но я подровняю это все на поясе. Я его заутюживаю пополам. Я это делаю для того, чтобы он получился ровным и аккуратным. Когда я его сострочу и выверну. Ну и плюс видно, где, допустим, есть перекосик, видите, небольшой. Все. А если бы я не заутюжила и сложила припуск вот так ровно, потом бы, когда я вывернула пояс, его бы крутила. Поэтому здесь у меня ткань немножко перекосилась, пошла не по долевой. Немножко съехала ткань. Вот, поэтому припуск второй чуть короче будет. Все. Можно проверить. Смотрите, я буду строчить не 4,7, а 5 сантиметров, потому что когда эти миллиметры, 3 миллиметра, они уработаются. Этот край у меня будет пришиваться к пряжке, будет он ровный. Я его подровняла. И второй конец пояса у меня будет под углом. Здесь я начертила, так, я неправильно начертила, потому что я смотрю в камеру, а не сюда. Здесь же припуск должен также быть. Строчку не от угла, а с припуском. Поэтому линию я перенесу ниже на ширину припуска. И теперь начинаю делать строчку с этого конца пояса. Вначале делаем закрепку. И затем смотрите, чтобы получился острый угол, есть вот такая хитрость. Когда дошли до линии поворота, до угла поворота, то есть поворот на припуск и на эту сторону, я не поворачиваю, а делаю один реверсный стежок, один и один вперед. Так, чуть-чуть не попало. А теперь только поворачиваю. Делается это для того, что часто на повороте машинка может пропустить стежок. И тогда уголок будет не острый, будет овальный. Кому-то это не принципиально, но я хочу сделать уголочек остренький. Делаю один стежок вперед и затем один реверсный стежок. И теперь продолжаю строчку. Смотрите, если вы видите, что верхний слой немножко съезжает относительно нижнего, это всегда видно, видите, свободка такая небольшая получается, вам может быть так не видно, тогда поднимаем лапку и вот этот воздух выгоняем обратно и продолжаем строчку. Если не перегонять смещение ткани, когда вы вывернете пояс, он будет у вас покрученный. Видите, снова у меня перегоняется. Ну, я сейчас одной рукой еще держу камеру, поэтому у меня так получается. Если двумя руками ткань держать, нужно держать одну руку здесь, вторую за работой. Крепко держать и натягивать ткань, делать строчку. Тогда смещения не будет. Не должно быть. И в конце делаю закрепку. Здесь не застрачиваю. Здесь срежу припуск до где-то 0,7 миллиметров. И смотрите, верхний припуск срежу до 0,5.
Делаю то же самое по всей длине пояса. Вот этот уголочек. Я его срежу, но не впритык к углу, не впритык. И затем, как я вам показывала, чтобы получались острые углы, свернуть конвертиком. Если вы просто вывернете пояс, у вас будет вот такой кругленький уголок. Я не люблю такие, мне не нравится. У меня с ними ассоциация с дешевыми вещами за 3 копейки, там, с Алиэкспресса или с рынка Барабашова в Харькове, или с Садовода в Москве. Не нравится мне. Так, смотрите, складываем конвертиком. Угол должен совпадать с углом строчки. И этот конвертик нужно закрепить ниточкой. И внимательно нужно смотреть, чтобы эта нитка не вышла на лицевую сторону. Но ее потом можно будет удалить, но нужно будет тратить дополнительное время. Вот сделали 2-3 стежка, проследили, чтобы не захватилась нижняя ткань. Обрезаем. Я беру карандаш, лучше взять карандаш длиннее. И теперь делаем следующее. Сейчас меня будет пояс, как быстрее будет делать. И смотрите, пояс у меня будет без отстрочек с лицевой стороны. А вот этот способ, когда заутюживают шов и снаружи делают просто строчку, он подходит только для дешевых вещей. Если вы хотите шить элитные вещи на заказ и для себя, чтобы эти вещи выглядели дорого, лучше так не делать. Все, вот трубочка такая получилась. Карандашик мы вытряхиваем. Все. Теперь мне нужно, смотрите, вот такими движениями, вот такими, я выворачиваю уголок. Не рекомендую использовать иголки, потому что иголкой, особенно если креп или вот такая ткань, как у меня, видите, у нее плетение, можно сделать затяжки. И угол тоже выворачиваю такими же движениями. Вот, видите? Вот такой получился. Сейчас все заутюжу. Вот здесь уголочек я забыла срезать. Вот наша трубочка. И теперь отутюживаю пояс. Там, где шов, такими же движениями, как выворачивали уголок, выворачиваем шов, чтобы не было внутренней складочки. Я примеряю на пряжку, мне не терпится узнать, подходит или нет. Все подходит. Продолжаю утюжить постепенно, вот поэтапно выворачивая шовчик. Аккуратненько заутюживаю и без перекантов. Если вы знаете, где у вас будет лицевая сторона пояса, что будете носить именно на эту сторону, сделать перекантик на 1 миллиметр. Ставила пояс в пряжку, и теперь мне нужно закрыть край. Шов должен выходить за пряжку. Если подворот на пряжку сделать короче, тогда получится большое утолщение. Шов
несколькослойный, плюс пряжка. Поэтому лучше его перенести за пряжку. И также неудобно на машинке будет сделать строчку. Закрепляю иголочкой и пойду за машинку. Вначале ставлю закрепку. И здесь нужно следить, чтобы с обратной стороны машинка не путала нитки. То есть проверить на кусочки. Или настроить машинку. Или можно сделать, как я, тянуть за нитки. И тогда закрепка не будет запутанная с изнаночной стороны. И аккуратненько на расстоянии 1 мм от сгиба делаю аккуратную ровную строчку, не спеша. В конце также делаю закрепку. Теперь мне нужно завязать концы ниток. Для этого я потяну за нитку с изнаночной стороны. Она начнет вытягивать нитку с лицевой стороны, образуется петелечка. Эту петелечку при помощи иголки я вытягиваю, завязываю нитки на узелок и при помощи иголки прячу их внутрь. Если нитка с лицевой стороны не вытягивается, тогда ее можно протянуть при помощи иголки на изнаночную сторону. И затем точно так же завязываю концы ниток на узелок и прячу их внутрь пояса. Можно вот это зашить вручную, чтобы не торчали вот эти штуки. Я, наверное, зашью. Или сделать вторую строчку вот здесь. Тогда здесь будет 2 строчки. В принципе, можно сделать вторую строчку, если можно будет подлезть. В любом случае, пояс будет их закрывать. Вот таким вот образом. И эти строчки видно не будет. Правильно? Сейчас расскажу вам маленькую хитрость. Видите, мне мешает пряжка делать строчку. На бытовой машинке это сделать можно. Только для бытовых машинок. Смотрите, ручка, которая регулирует ширину стежка, передвигает иголку. Иголка у меня передвинулась левее. И теперь я могу немножко отодвинуть. Вот здесь у меня место строчки. И я сделала вторую строчку, не хотела шить здесь вручную. Все. Красота. Получилось. Класс. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь моим видео со своими подругами и знакомыми. А мы встретимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.